Друзья, всем привет! Не теряя времени, хочу перейти сразу к сути этого видео. Сегодня, скорее всего, для начинающих пчеловодов хочу рассказать все, что знаю, ну и то, что считаю главным, нужным о пчелиных рамках. Почему для начинающих? Потому что опытные пчеловоды уже для себя сделали какой-то вывод, на чем-то остановились. Значит, в первую очередь рамки имеют разный размер. Они имеют в основном разный размер по, вот так они вставляются у нас в улей, по высоте. Это 300 мм, бывают 230 мм рамка Рут, это рамка Дадан. И также еще бывают вот такие маленькие рамки 145 миллиметров для магазинов, то есть для таких корпусов 145 миллиметров. В чем отличие использования различных систем? В это видео это не влезет, то есть вы уже должны были для себя выбрать какую-то определенную систему. Я определился, что мне подходят больше 300-е рамки. Самое главное, что пчеловод должен знать, это то, что рамки в основном должны быть стандартными. То есть, если у вас уже 1, 2, 3 улья появились вот с такими рамочками 300 миллиметров, значит вы должны ими уже и пользоваться. Также допускаются 145, потому что 145 это половина от 300 миллиметров, там плюс 5 миллиметров зазор. И таким образом два магазина друг на друге, они составляют у вас полный корпус. То есть это, считайте, один стандарт. Рамка на 300 и магазины на 145. А вот если вы берете уже рут, то это совершенно другой улей, и вам нужно тогда менять и конструкцию улья. Что касается рамок, основное отличие. Ну вот я взял там самые первые попавшиеся, валялись у меня рамочки. Смотрите, в чем их отличие. Совершенно разные рамки подобрал. Одна рамка имеет вот такое утолщение, называется разделитель Гофмана. И дальше тонкую часть. Вторая рамка такого утолщения не имеет, она просто идет сплошная. Она проще в изготовлении, но не имеет вот такого утолщения разделителя. Если у нас есть разделитель Гофмана, когда вы ставите рамки в улье, я их перевернул, просто чтобы на весу не держать, показать вам. Они ставятся вот этой вот плоскостью друг к другу и обеспечивается зазор между рамками. То есть вот это расстояние вам не нужно каким-то образом там самому контролировать. Оно автоматически установилось стандартным. Если вы используете такую рамку, то, соответственно, даже вперемешку с обычной рамкой Гофмана вам уже необходимо будет немножечко делать зазор на вот такое же расстояние. В чем я вижу преимущество использования разделителя Гофмана? Теория говорит о том, что такие рамки используются преимущественно для кочевки, то есть для частых транспортировок пчел, когда вы везете пчел, и рамки вот таким образом у вас в улье стоят, они между собой плотнее стоят, то есть рамки не болтаются. Кроме того, еще одно преимущество, которое я для себя выявил в работе с этими рамками, бывают моменты, когда нужно пчел в улье просто отодвинуть, вставить вощину, переместить и так далее. И если использовать вот такую рамку, приходится каждую рамку, как каждую страницу книги листать все время одну, вторую, третью, четвертую. Особенно осенью, когда уже там вы закормили, нужно просто вытащить те рамки, которые лишние, остались пустыми, без расплода, без кормов и так далее. И тогда нужно сдвинуть просто пчел вместе. Вот мне в таком случае помогает как раз разделители Гофмана. Почему? Я просто беру по 4, по 5 рамок одновременно вот так вот. Раз, и они у меня поехали, потому что есть упор. Если его вот на такой рамке нет, то, соответственно, вы будете каждую рамку переставлять. Это опять же время. Кроме того,
Что еще я считаю самым основным по пчелиной рамке вам рассказать? Обратите внимание, вот эти вот рамочки также отличаются между собой. Здесь есть 4 отверстия, а здесь 5 отверстий. То есть, соответственно, на эту рамку ушло больше проволоки, на эту проволоки ушло меньше. Вроде бы как экономия проволоки хорошо, но с другой стороны, таким образом вощина крепится намного надежнее. И если вы используете эту рамочку для меда, и она будет полномедной, соответственно, выдержит она гораздо лучше и больше. Бывали у меня такие случаи, когда либо проволока плохо была натянута, либо вот на таких 4 проволочных рамках бывало такое, что по теплой погоде просто под весом меда и под весом пчел вот так вот отрывалась полумесяцем вощина, уже отстроенная вместе с медом, вот сюда ложилась на нижнюю планку, и тогда там пчелы начинали это все дело опять застраивать, и, короче, вощина уже испорчена. Она годится только под мед, но тем не менее. С проволокой хорошо натянутой в 5 рядов у меня таких проблем не возникало. Поэтому я в данном случае не экономлю, уже перешел к такому стандарту своему 5 отверстий. И дырокол у меня также настроен на 5 отверстий. Следующий момент. По проволоке поговорили. Отличие вот этой рамки вот от такой рамки. Страшная она, конечно, очень, но не в этом ее беда. Смотрите, в чем отличие этих рамок. Здесь втулочки стоят. Вот такие вот втулочки. Я вам покажу их новыми. Так вот они выглядят. Это одного диаметра. Это второго диаметра. Я снимал прошлое видео о том, как колоть отверстия в рамках, делать дыроколом отверстия и сразу же вставлять такие втулочки. Значит, в данном случае вообще для чего эти втулки нужны? Если мы будем просто с вами делать отверстие сверлом, шилом, гвоздем, чем хотите, просто так там прокололи чем-то, значит, у вас проволока при натягивании, она будет врезаться в дерево и просто утапливаться в него, прорезать все больше и больше канавку. То есть натянуть проволоку в таком случае практически невозможно нормально, без втулок. Поэтому нужен какой-то ограничитель, упор. Очень многие пчеловоды, которые хотят сэкономить, они делают вместо... Вот надо было еще такую рамочку найти. А вот смотрите, друзья, специально хранил для того, чтобы снять видео, отыскал. Вот рамка, в которой совершенно нет втулок. В данном случае проволока просто ушла в дерево. Ее постоянно нужно подтягивать. Смотрите, какая у нее натяжка. Рамка, кстати, очень крепкая. Здесь нарушен стандарт по высоте верхнего бруска. Его нужно делать меньше, 25 миллиметров. Ну, то есть, рамка такая, убить можно. И вот смотрите, проволоку натянули раз, два, три, четыре, 5 рядов. Вроде бы не пожалели, но втулок нет. И уже вот здесь вот начали натягивать. Это была дополнительная подтяжка проволоки. Ну и, соответственно, все остальное, вытекающие нюансы. Проволока, как вы видите, начнешь подтягивать, она прорежет еще больше и так далее, и так далее. То есть это ненадежное крепление проволоки. То есть я рекомендую все же таки ставить втулки. Есть люди, которые берут обычным степлером строительным, вот в этом месте, где есть отверстие, бьют скобу. Обычную прямоугольную скобу, там 8, 9, 12 миллиметров, 12 тут не войдет. И эта скоба является упором для вот этой проволочки. Но дело в том, что нужно одну скобу бить сверху отверстия, одну внизу, потому что проволока так идет, потом здесь точно так же и так далее, и так далее. Недостаток какой? Очень много времени на это уходит, набивать эти скобы, раз. Во-вторых, скобы ржавеют, то есть они сделаны из обычного металла. И вот здесь мы переходим к следующему недостатку вот такой вот рамки.
Обратите внимание, я такими рамками не пользуюсь. Это у меня попалось, я сохранил, специально вам показываю. И вы, пожалуйста, тоже не пользуйтесь. Мед это что? Это пищевой продукт. И очень хорошо, когда вы получили качественный, чистый мед. И можете сказать, что у вас экологически чистый мед. А если у вас здесь будет стоять обычная черная проволока, которая за первый сезон может быть еще и не окислится, а за второй сезон окислится так, что уже вы проводите по ней рукой, и у вас ржавчина остается на пальцах. Плюс вот здесь, вот в этих местах, также образуются ржавые следы. Вот вы видите почернение, эти все ржавые следы, окисление. То есть вот это вот никогда экологически чистым не назовется. И соответственно мед также может иметь даже немного другой вкус с окислами металла. Зачем вам это нужно, а также вашим покупателям меда? Я считаю, что пищевой продукт, он должен производиться по всем правильным принципам и технологии. Поэтому для производства меда необходимо использовать все абсолютно из нержавейки. И медогонку из нержавейки. У меня есть видео на канале, можете посмотреть, как выбрать медогонку. И даже на пчелиных рамках. Втулки у нас идут латунные, а проволока идет нержавейка. Вот такая рамка у меня из паровой воскотопки. Кстати, подписчики у меня спрашивали, ты, говорит, рамки пропарил, воск выпарил, не показал, какие рамки после воскотопки. Вот это кажется как раз после воскотопки. То есть прополис вот здесь нужно почистить. А так рамка, вот это остатки воска, который почернел при обработке. То есть немножко ее нужно почистить. Если иметь больше времени, когда вы пользуетесь воскотопкой, то в принципе это все можно идеально счистить. Но вот такой вид она имеет. И мы здесь видим, что проволока у меня нержавеющая, все классно чистится и все хорошо выглядит. Натяжечка здесь тоже нормальная. Ну вот эти две как-то, может быть, нужно подтянуть. И также гвозди. Если вы сбиваете рамки гвоздями, обратите внимание, это у меня из старых рамок, тут тоже гвозди черные стоят. А если использовать гвозди нормальные, тоже можно найти гвозди нержавеющие. Но это уже задача может быть посложнее, тем не менее, это у меня обычные гвозди, а вот эти вот гвозди именно для сбивания пчелиных рамок. Вообще я пользуюсь электростеплером, также видео в этом плейлисте оборудование пчеловода. Очень много там, все, чем я пользуюсь, есть, можете этот плейлист посмотреть. Вот такими гвоздями я сбиваю рамки. То есть в основном пользуюсь электростеплером, но бывают моменты, когда для ремонта рамки сбить или там еще какие-то нюансы взял вот этими гвоздями свободно 32 миллиметра, посбивал рамочки, все укрепил и все хорошо. То есть по материалу, неважно какой будет материал, главное, чтобы это было не радиационное дерево, не с какой-то там радиацией. То есть чистое дерево, сосна, ель, липа очень хорошо. Вообще липа приветствуется для пчеловодства и для изготовления ульев и рамок. То есть любое дерево, главное, чтобы было сухое. И дальше уже делайте выводы сами. Можете попробовать и с разделителем Гофмана, и без него. Очень многие пчеловоды, когда начинают рамки делать сами, вот этот разделитель Гофмана выбирается на специальном станке, или фрезой, или специальным станком, то вот такие рамки им делать проще. Они говорят, я не кочую, сделал такую простую рамку и все. Рамка тоже надежная, никаких она недостатков по самой конструкции не имеет. Но опять же, я все-таки предпочитаю с разделителем Гофмана. Надеюсь, видео было вам полезным. Если так, то был рад рассказать, что знаю сам и с чем столкнулся в начале своего пчеловодства. Всем мира и добра. Всем пока.